爱惜古龙也要让位。 Битва со скелетом Святого в серии просто восхитительна. Чувствуется огромная мощь эксперта такого уровня. Но это всего лишь останки или кости давно умершего Святого Доушен. Представьте, если бы он был жив. Да, это просто огромнейшая пропасть в силе между святым и почтенным воином. Объединив силу, сильнейшие из них, включая Сяо Яня, главу Танжэня, Бинхэ, старейшину Фениксов и даже Джайсина, не смогли его победить. А техника класса Тянь и вовсе крайне разрушительна. Вот бы Сяо Янь ее скорее изучил. Далее произойдет битва за скелет Святого, который после использования техники лишился всех сил. Отпечаток Святого исчез. Все почтенные воины начали борьбу за это сокровище, а Сяо Янь успешно заполучил кости ребер, на которых была выгравирована техника «Великая небесная ладонь сотворения». После этого все враги Сяо Яня объединятся против него. Джайсин прибегнет к своим сильнейшим техникам. Явится подкрепление от лица племени Небесного Феникса. Это два могущественных старейшины, каждый на 5-й звезде почтенного воина. Сяо Янь создал лотос слияния 3 видов небесного пламени, который смог разрушить защитный колокол Фениксов. Однако он и его товарищи были окружены. Вместе против него выступили 4 эксперта на уровне почтенного воина 5 звезд. Довольно внушительная сила. Кто придет на помощь Сяо Яню в этот момент? Нетрудно догадаться, что это дракон пустоты. Но сначала Цзэянь предприняла свой ход. Она неожиданно достала столь драгоценный фрукт происхождения дракона и Феникса. Все в племени Небесного Феникса уставились на это сокровище. В это время Хуан Сюань принял решение действовать. И в следующий миг он и 2 других старейшин разом устремились к Цзэянь, намереваясь захватить фрукт. Их скорость была столь высока, что уже в следующее мгновение они оказались всего в нескольких метрах от нее. Но когда они уже собирались наложить свои лапы на фрукт, пространство за спиной Цзэянь исказилось. Показался человек крепкого телосложения. Когда он появился, неоспоримо громадное давление опустилось. Под тем давлением даже члены племени Небесных Фениксов побледнели. Сами же старейшины застыли на месте, так как до глубины души оказались шокированы. Властный голос прогремел. Разве член племени древнего дракона пустоты та личность, которую позволено трогать пернатым курицам? Да, это была столь пугающая аура дракона, настоящего взрослого дракона пустоты. Наконец мы увидим первого живого эксперта из этого племени. Помимо Цзэянь, конечно же. 3 старейшин с шоком смотрели на нового гостя. Их сковал ужас. Хотя племя Небесных Фениксов считалось сопоставимым с племенем древних драконов пустоты, но даже они понимали, что истинным правителем мира волшебных зверей выступали именно древние драконы пустоты. Старейшины могли вести себя смело перед лицом Цзэянь, ребенка дракона, но перед зрелой особью их поведение кардинально изменилось. Этого эксперта драконов пустоты зовут Хэй Цин. Какова его сила? По ощущениям Сяо Яня, она была на уровне почтенного воина 8 звезд, доходя практически до 9-й. Гигантская пространственная ладонь обрушилась на 3 старейшин с дальнего расстояния. Что бы ни говорили посторонние, но после удара на лицах 3 стариков появились четкие следы от пощечины. А в трейлере мы видим, что подобную пощечину получил также и Джайсин. От одного шлепка они отлетели назад и упали на землю с грохотом, образуя глубокие ямы. Все смотрели, как могучих старейшин племени Небесных Фениксов на 5-й звезде почтенного воина буквально впечатали в землю одним ударом. Что тут говорить, даже Сяо Янь с друзьями был в шоке. Все тотчас прекратили сражение. Почтенный Бинхэ, занятый интенсивной борьбой с Танжэнем, перестал сражаться. По его лбу стекал холодный пот. Древний дракон пустоты. Самое загадочное племя волшебных зверей на континенте. Даже он за всю свою жизнь лишь пару раз с ними пересекался. Он подумал, если за Сяо Янем такая сила, поддержка в лице клана Гу, да еще пришел на помощь член племени древнего дракона пустоты, его точно нельзя провоцировать. Старейшины Фениксов попытались что-то возразить, но он был рассержен из-за Цзэянь. 3 презренные птицы недавно решились напасть на ребенка. Кто не желает получить удар, лучше пусть отойдет в сторону.
Не провоцируйте меня. Думаете, фрукт происхождения дракона и феникса – та вещь, на которую вы сможете наложить свои когти? Очевидно, что племени Небесного Феникса теперь ничего не светит. Цзиянь была рада видеть такого защитника, которого она назвала дядюшка Хэй. Она почти сразу же указала на Джайсина, который также был их врагом. Тот в отчаянии попытался прикрыться именем Зала Душ, но Хэйцин лишь усмехнулся, заявив, что не боится их, и одним движением руки обрушил мощную пространственную атаку. Сила удара оказалась настолько мощной, что заставила его отлететь назад, выплюнув кровь. Дракон пустоты велел ему исчезнуть, дав понять, что он недостаточно силен, чтобы угрожать кому-либо здесь. В связи с вмешательством древнего дракона пустоты, Джайсину пришлось отказаться от мысли заполучить кости святого. Вот вам и прямой пример давления абсолютной силы. Перед настоящей силой любые потуги бесполезны. Сяо Яня очень удивила сила Хэйцина. Древние драконы пустоты обладают талантом в области управления пространством. С их пространственными способностями мало кто сумеет сравниться. Цзэянь с улыбкой представила своим друзьям Хэйцина. Он член племени древнего дракона пустоты и, можно сказать, телохранитель Цзэянь, а после добавила, что Сяо Янь и его спутники – ее друзья. Сяо Янь поприветствовал его с уважением, понимая, что перед ним уважаемый эксперт, проживший долгие годы. В ответ Хэйцин назвал Сяо Яня потомком Сяо Сюаня и с легкой улыбкой отметил, что клан Сяо когда-то входил в число 8 древних кланов, хотя сейчас их божественная родословная почти исчезла. Интересно, что Хэйцин познакомился с Сяо Сюанем в прошлом, но был того же возраста, что и Цзэянь. Понимая, что затягивать с уходом не стоит, Хэйцин открыл пространственный разлом и первым вошел внутрь. Сяо Янь и остальные последовали за ним. Напоследок его голос прогремел в сторону племени Небесных Фениксов, чтобы они даже не пытались рыпаться, иначе последствия будут пострашнее. Да, кажется, в этой ситуации было бы неплохо, если бы Хэйцин прибил парочку врагов Сяо Яня, например, Джайсина, но они просто ушли. Старейшина Хуан Сюань решил забрать скелет древнего феникса в свое племя, чтобы хоть как-то отчитаться за потерю фрукта происхождения дракона и феникса. А Джайсин в свою очередь в ярости пригрозил, что придет и разрушит павильон падающей звезды, но группа Сяо Яня успешно переправилась подальше от этого места. Хэйцин поблагодарил Сяо Яня за заботу о Цзэянь. Племя древних драконов пустоты даже должно ему услугу. Сяо Янь доставил ее в целости и сохранности обратно к центральным равнинам, что помогло вывести ее на контакт с племенем. К сожалению, на этом Цзэянь попрощается с Сяо Янем. Она отправится домой к драконам пустоты. Цзэянь не завершила унаследование древнего дракона. Кроме того, она обнаружила фрукт происхождения дракона и феникса, поэтому должна лично его доставить обратно в племя. Хэйцин также велел идти с ними и Сюнджаню, древний драконий медведь. В прошлом это племя имело с ними тесные отношения. Сюнджань ведь давно мечтал попасть на Драконий остров. Честно говоря, будет не хватать Цзэянь. Она очень веселила в сериях. А группа Сяо Яня, успешно покинув руины и хребет зверей, направилась в павильон падающей звезды, где их ждали Яо Лао и почтенный Фэн. В целом, это путешествие принесло немалую пользу. Сяо Янь заполучил фрукт зародыша для Яо Лао, не менее ценный медицинский зверек почти 9 ранга, а 3 ребра скрывали в себе истинное наставление техники Доуци, класса Тянь. По возвращению в павильон он тщательно ее изучит. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такое эпичное появление дракона пустоты. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк и всем пока.